В итоге ты сделал в эту сторону, да, не как у меня? Да, надо чем-то отличаться. Ты же знаешь, что мой девиз «быть значит отличаться»? Понятия не имел. Да, у меня это написано. Ну, наверное, уже не везде написано, раньше везде было написано. Это Виктор Франкл, его фраза, психолог. Имя я знаю. Первый выпуск подкаста «Кухня профессионала». И у меня в гостях Слава Тимошенко, хедшот-фотограф. Добрый вечер. Добрый вечер. Хедшот. Что это такое? Хедшот – это портрет, когда голова и плечи. Вот, собственно, ограничен головой и плечами. Давай тогда, чтобы было более понятно, хедшот против фотографии на документы. Отличие. В смысле, профессиональный хедшот. Потому что хедшот, в принципе, это просто формат. То есть фотографии на документы, то, что ты делаешь в этой будке, это тоже хедшот. Ага. Да, то есть это голова и плечи вот так вот ты Но обычно это показатель какого... кропнут. Вот. То, что я называю премиум хедшот, это когда я работаю с человеком непосредственно с его эмоциональным состоянием. Когда ты снимаешь фото на документы, ты просто фиксируешь факт того, что у тебя два глаза, нос, рот, два уха, все. Вот, и как бы они все расположены в определенном И на границе тебя, значит... количестве, да. И ты должен быть вот на себя похожим, он должен там быть какого-то там срока действия определенного. Тогда, окей, хедшот против фотографии на выпускной. Да, примерно то же самое. Что ты выпускной? Фотография на выпускной – это то, что сейчас у большинства на LinkedIn на фотографиях профиля, потому что это у многих это единственная удачная фотография, которую, собственно, можно для этого использовать. То есть человеку 40 лет, а он ставит фотографию? Да, он ставит, потому что он там хорошо выглядит. Ему там 17 лет, он молодой, он таким себя чувствует внутри. Он не любит себя, когда он смотрит в зеркало утром такой, а тут вот другое дело, все. Хорошо, хедшот против художественной съемки. Художественного портрета ты имеешь в Ну виду? да. Художественный портрет преследует несколько иные цели. Во-первых, это может быть портрет, где задействовано больше, чем просто голова и плечи. Это могут быть руки, то есть ты можешь сидеть как-то вот так. Вот. Ты можешь быть где-то в себе, ты можешь не смотреть в камеру, может быть вот что-то такое происходить. Свет может быть несколько иной, более драматический. То есть носа не видно, глаза не видно как раз? Нет, видно, но какое-то настроение преследуется таким образом. То есть в хедшоте настроение не важно? В хедшоте настроение очень важно, но там задача установить немедленный контакт и передать вот сообщение. То есть вот ты смотришь там фотки, вот эти фотографии профиль, так раз. Это ты показываешь что? Ленту. Ленту. Что это показываю? Ленту. Может, кто-то не знает, это жесть. LinkedIn лента. Вот. И то так, интересно. Вот. Человек видит фотографию, она его зацепляет, он останавливает вот эту промотку и хочет узнать, может быть, больше о человеке, потому что, его лучше видно. То есть такой, как бы, современным маркетинговым языком, это лид-магнит. Что да, такое? Можно так сказать, да. Да, то, что вот быстро привлекает внимание, выделяет из общего фона. Потому что по Канеману система 1, система 2, ты знаком с этим, да? То есть первое это то, что реагирует как бы машинально, реактивно, на эмоционально. И вот, собственно, хедшот как раз рассчитан на первое эмоциональное воздействие, потому что ты смотришь, тебе не надо знать язык, на котором говорит этот человек, тебе не надо знать, в принципе, чем занимается этот человек. Ты просто видишь, что он смотрит на тебя приветливо, он там, улыбается? Может быть, улыбается, да. Может быть, он серьезен, но не так, что серьезно такой жизнь, боль. Вот, а позитивно серьезен. То есть серьезно настроен, так скажем. И, соответственно, устанавливается эмоциональный контакт, и только после этого ты начинаешь читать, интересно, и ты начинаешь читать там имя, фамилия, должность, какая-то история, биография. Визуальный заголовок. заголовок. Включается система 2, ты уже включаешь аналитическое мышление и берешь больше информации. Но вот этот первый крючок, который тебя зацепил, это, собственно, вот этот визуал, вот этот кружочек,
в котором ясно видно, кто это, что это. И... Тогда хедшот против съемки на мобильный телефон. На мобильный телефон, кстати, тоже можно очень неплохо снять. И я в прошлом месяце это успешно, надеюсь, доказывал, когда снимал селфи с естественным светом. Опять же, если знаешь правила, законы и используешь там даже дневной свет. Самое главное – это выражение лица. Собственно, съемка на мобильный телефон, ты имеешь в виду селфи? Или что? Ну да. Селфи – это очень сложно, на самом деле. То есть, когда ты снимаешь селфи, то нет никого по ту сторону камеры, кто бы тебя контролировал, направлял, был твоим зеркалом эмоциональным и визуальным, поправлял, и ты всякий раз в общем, какой-то испытываешь неуверенность по этому поводу. Опять же, ты думаешь, что ты выглядишь так, а делаешь кадр, и ты выглядишь совершенно иначе. Ну, как правило, не лучшим образом. Вот. И тебе приходится как-то с этим работать. У меня годы заняла вот эта практика съемок селфи, что прежде чем я начал что-то вот достойное, какие-то достойные результаты. Ничего себе, чтобы, оказывается, делать селфи, нужно получать образование. Интересный поворот. Но если глубоко копаешь, да. Но ты все время как бы говоришь о вещах, которые не связаны с техникой. У тебя же суперпрофессиональное оборудование. А сейчас люди говорят, зачем оно нужно, вот есть телефон. То есть получается, что в хедшоте важно на самом деле не оборудование, или все-таки тоже техническая часть важна? Если ты умеешь им пользоваться, оно важно, да. Если ты не умеешь... Знаешь, что отличает профессиональную камеру от любительской? Что любая камера в руках профессионала становится профессиональной. Любая камера в руках любителя становится любительской. То есть, да, имея навык, можно снять и на самую плохенькую, вообще старую какую-то низкокачественную камеру. И это будет лучше, чем на нее бы снял любитель. Вот. Но если у тебя есть профессиональная камера, ты умеешь ей пользоваться, то зачем отказываться? Ну а теперь уже без против, все-таки для чего нужен хедшот? Да? То есть вот мы сравнили его с разными форматами, для чего он нужен? То есть он нужен для социальных сетей? Преимущественно, да. То есть это то самое в большинстве случаев первое, ну я не исключаю там и второго, третьего, четвертого, пятого впечатления, которые ты производишь на людей онлайн. Я говорю про второй, третий, четвертый, пятый, потому что, как маркетологи говорят, что там для продажи нужно там сколько? 7, 8, 9, 10 касаний. Контактов, да. И вот на каждом этом этапе, то есть вот это каждое впечатление, начиная с первого и до какого-то, оно должно производить определенное желательно положительное впечатление. То есть ты должен выглядеть, и твое настроение именно, не в смысле настроение хорошее, плохое, а именно вот твой серьезный настрой на бизнес, он должен отражаться визуально в первую очередь. Потому что, как мы знаем, уже человек в первую очередь анализирует и принимает визуальную информацию, и только потом он ее рационализирует, читает подробности и прочее, уже копает глубже и уже как-то зацепляется за тебя большим количеством этих крючков. То есть, если говорить о хедшоте, то это же ведь, по сути, еще и технология, разработанная Питером твоим... Питер Херли? Херли, нет? Ну, вот расскажи, он не первый, просто он это все систематизировал определенным образом. И он сделал вот этот треугольный свет, который сначала был квадратным. Все-таки техника есть какая-то. Да, естественно. Не хотел раскрывать секретов. А это есть в интернете, на YouTube. Есть все секреты. Я сам учился по YouTube, поэтому если при желании можно вообще за 0 рублей, 0 евро научиться очень многому. Потом только если ты действительно уже хочешь копать глубже, то... Ну, то есть, я так полагаю, что ты сертифицированный или какой-то чуть ли не номер один в Испании, ассоциированный фотограф по этой вот технологии Питера. Я все время вот его... Питера Херли. Питера Херли, да. Что это такое? Это какая-то тоже бизнес-модель или что? Это ассоциация хедшот-фотографов, которая насчитывает около 20 тысяч подписчиков. Из них примерно 1000, я сейчас, может быть, навру в цифрах, тем более они меняются, там, может быть больше, может быть меньше, 1200
активных и 200 ассоциированных фотографов по всему миру. Те, которые, собственно, вот сдали портфолио из 15 фотографий, такие условия. Вот, то есть ты набираешь портфолио из определенного количества фотографий, у меня было 20, и потом сдаешь их на ревью Питеру, и если он одобряет для портфолио 15 фото, то тебе присваивается статус ассоциированного фотографа. Звучит просто. У меня это заняло 1 год. По-моему, рекорд у пары ребят где-то полгода. Есть люди, которые годами. То есть это не какой-то определенный курс, который ты должен отслушать, и потом ты получаешь диплом. Это, собственно, каждый движется Мастер в своем сертифицирует своих, так скажем, последователей или тех, кто может выполнить какие-то Да, условия. то есть он таким образом ручается за то, что ты даешь продукт определенного качества. Но, забегая вперед, я должен сказать, что, в общем-то, получение этого статуса для меня явилось как бы не вершиной, не пиком, а только вот подножием этой большой горы. То есть я понял, что учиться, еще раз учиться. Я получил этот статус в 2019 году, 5 лет назад, и я до сих пор учусь. Слушай, ну вообще вот это слово «ручаться» — это хорошо. Это такое прям звучит, когда кто-то за что-то ручается. Но вот давай еще раз объясним, продадим людям, зачем им нужно сделать хедшот у тебя, учитывая, что это дорого еще. Потому что, ну вот... Это дорого по отношению к чему? Ну, дорого по отношению с тем, что я до этого говорил. То есть это дешевле, чем снять, то есть это дороже, чем снять на телефон мобильный, чем сам селфи сделать, да. То есть не каждый человек готов платить от 300 евро за одну фотографию. Ведь это такая же тоже схема, правильно? Ты сейчас как-то очень так огрубил, но мы не будем вдаваться в прайсинг, тем более, знаешь, там на момент просмотра кем-либо интервью через год и через 2 может поменяться. Дело в том, что да, это дорого, но это окупается еще быстрее при нужном использовании. Естественно, если кто-то там, скажем, ты, как начинающий фотограф, и ты пришел в магазин и говоришь, что «Здравствуйте, я хочу купить вот эту вот дорогую камеру, но я не собираюсь ей зарабатывать деньги, я просто хочу снимать цветочки, там еще что-то такое, не продадите ли вы мне ее за 10 евро?» Потому что я на ней вообще ничего не заработаю. Поэтому для меня это траты 10 евро. Что тебе скажут? Тебе, скорее всего, скажут: «Мальчик, иди займись чем-нибудь другим». Потому что, да, это стоит дорого, но это при умелом обращении приносит еще больше денег. То есть сколько стоит упущенная возможность поработать с кем-то, кто выбрал кого-то другого, чуть более заметного, с чуть более профессиональным фото и чуть более полным вот этим представлением личного бренда, там, заполненным профилем, потому что я не говорю, что хедшот — это, знаешь, какая-то такая волшебная палочка, вот такая раз, и все, и сразу удача на тебя осыпалась. Это я его сравниваю скорее с молотом, который вот ты берешь в руки, и им надо работать. Ты им пробьешь стену быстрее, чем просто голыми руками, но тебе надо будет размахиваться и колотить. Ну и плюс это, наверное, один из элементов личного бренда, да, то есть какого-то это стиля. начало, основа любого личного бренда. То есть личный бренд — это что такое? Это вот, собственно, твое лицо. Это буквально то, как ты выглядишь в лучший день своей жизни. Ну, так скажем, если с позиции фотографа, то, наверное, да. Все-таки личный бренд — это чуть шире понятие, да, но начинается контакт человека часто с того, как мы видим. Ну, как вот актер, есть актерское портфолио. Сейчас с развитием социальных сетей и с развитием активности людей в социальных сетях каждый блогер, не знаю, кто угодно, коуч, прочее, своего рода актер на своей сцене. И, соответственно, ему нужно его актерское портфолио. И это актерское портфолио должно включать не только хедшот, но с него оно должно начинаться. Это первое, что видишь там, заходишь на сайт, ты должен видеть лицо. Приветливое, уверенная, улыбающаяся, вот, то есть вот как бы сразу должен становиться эмоциональный контакт. И только потом уже, значит, какие-то лайфстайл-фото, видео, прочее. То есть этот набор весь, он не исключается. Может быть, ты задействуешь каких-то других фотографов, может быть, там какая-то любительская съемка будет, которая будет ближе и понятнее людям. Но основа вот этот это заявка. Буквально, да. Digital handshake. Вот
как это называют? Рукопожатие. Рукопожатие, да, буквально. То есть ты как бы протягиваешь То есть руку. мы с тобой встречаемся лично, мы пожимаем руку. Что мы при этом делаем? Мы улыбаемся и смотрим друг на друга. Автоматически, да. Мы же не делаем это вот так, правильно? Типа там. Или как-то вот так, там, закрыв глаза, или еще такое, спрятавшись под столом и вынимая руку из-под стола. Ну вот смотри-ка, если брать дизайн, современный дизайн, поскольку он ориентирован на социальные сети, на мобильные просмотры, стараются как раз делать таким образом, чтобы крупные были элементы, да, то есть вот сложных элементов, сложных логотипов становится меньше, потому что они при уменьшении выглядят плохо. Еще мельче. Да, и поэтому мне кажется, что хедшот тоже вот в этой тенденции, потому что когда ты там берешь какую-то фотографию в качестве профиля там, с цветком или на фоне каком-то, да, то есть там твое лицо, оно относительно общей поверхности становится маленькое, и при просмотре тоже человек ну, просто не видит этого. Он на не самом видит деле, лица, да. То есть по сути получается таким образом, что несмотря на всю стереотипность, вот у меня есть ощущение, что все-таки это какая-то технология, да, ну как сейчас есть такое понятие универсальный дизайн, да, когда все элементы очень минималистичные, угадываемые, они имеют свое отличие, но в принципе все как-то становится более-менее похожим, да. И вот хедшоты тоже же к этой тенденции, да, то есть мы все отличаемся только то, что мы это мы, а вот подход, свет, как говорится, там даже одежда не имеет большое значение. Да? Одежда, ну, иногда имеет большое значение, но в плане света ты прав. Мы используем примерно одну и ту, вот тот же самый треугольник, или, скажем, там есть еще другая очень распространенная схема. Их 3, по большому счету, всего. Вот. И они очень простые, но сложность начинается тогда, когда перед ними появляется новый человек. И тогда я каждый раз начинаю с нуля. И, собственно, при кажущейся, опять же, простоте и одинаковости всех хедшотов, как раз вот собрать вот это портфолио из 15 одинаково выглядящих голов, одинаково подсвеченных, одинаково скорректированных по цвету, не только по свету, это невероятно сложно. Ну вот еще такая штука, которая меня лично зацепила, это что каждый год, как ходить в баню или так далее, нужно делать хедшот, обновлять. Что это еще и, ну, во-первых, возможность отсмотреть твои изменения какие-то, да? Изменения в смысле, что мы стали на год старше, а в том, что, возможно, что-то в нашей жизни произошло, и мы таким образом тоже транслируем и в имидже изменений, и там, может быть, в той же энергетике, да, волей-неволей мы это делаем, и мы становимся более адекватным времени, в котором мы находимся. И вот хедшот, если каждый год менять профиль, да. Я советую либо на день рождения, либо на Новый год, да, это очень хорошая традиция. Я вдруг подумал, а они не дарят хедшоты на день рождения, на Новый год? Кстати, отличный подарок. Человек сам себе может там никогда не подарить, но как подарок, да, запросто там типа хедшот фотосессию, и все, ты идешь. Сюрпризом, ну я бы не советовал делать это сюрпризом, потому что нужна подготовка какая-то все-таки. У меня было несколько раз, кстати, когда один человек дарил другому фотосессию. Приходили? Ну вот, может быть, эту бизнес-идею стоит развить, но прежде чем мы про бизнес поговорим, я бы все-таки хотел про психологию, потому что, как я понял, ты все время в своих других интервью говоришь о том, что 80% вот в съемках это психология. 90, я бы даже сказал. Боже, даже 90. 90. Так в чем секрет? Секрета нет. Здесь, по сути, передо мной живой человек. Вот, да. Которого я, возможно, вижу первый раз. Большую часть времени, большую часть, как сказать, фотосессии я вижу человека первый раз. И который первый раз на подобной фотосессии. Это вот, опять же, 90% примерно мне говорят, что я никогда не снимался. Я не знаю, куда смотреть, я не знаю, что говорить, что делать. Я говорю, спокойно, я обучен, все будет хорошо. Давайте просто как бы вот немножечко помогайте мне, и все. Соответствуйте. И начинается какой-то диалог, да. То есть это не просто нажать на кнопку, потому что нажатие на кнопку это просто такой завершающий этап. Мы фиксируем. То есть в хедшот это еще и диалог. Да, естественно. Это обмен энергией. Кроме того, что я говорю, что я буду вашим зеркалом, буквально.
не только в эмоциональном плане, когда я буду показывать. Но я не буквально показываю, что там сделать вот так, вот так, вот так. Вот. То есть это обычно я вербально доношу. Опустите подбородок. А в том плане, что человек не видит, как он выглядит. И у него, например, может быть там какой-то второй подбородок появился. Я говорю, что нужно немного вытянуть. Или там что-то с волосами не так. Может быть, воротник немножечко повернулся. Да, кстати, я помню, когда ты делал мой хедшот, ты сказал, что есть какие-то правильные положения, когда лицо выглядит, чуть лучше. Да, это все... То есть ты подсказываешь просто Дело не только в свете, а дело в положении головы, в позиции. Есть какие-то хитрости небольшие, которые знает фотограф и, в принципе, не обязан знать человек перед камерой. Но да он, может, и знает, да забыл. Может быть, да. Но я показываю, рассказываю. Может быть, он знает, но не знает, что именно сейчас это надо применить. Поэтому я говорю, я ваше зеркало, я буду говорить, что делать. То есть, потому что я вижу, а вы нет. Ну а где психология? То есть ты должен быть хорошим психологом, то есть ты человека как-то чувствуешь, что вот происходит, как ты его пытаешься раскрыть? Ну, а вот так вот направляя простыми движениями и действиями, я, наверное, как раз и раскрываю, потому что ты всякий раз вот как ты так эмоционально касаешься человека, и ты чувствуешь, то есть если кто-то пришел, и он чувствует себя очень неуверенно, то ты и действуешь как-то спокойно, деликатно. Если кто-то приходит там на взводе, видно, что уже как бы вот мы друзья, вот, достаточно близкая эмоциональная связь, то можно вести себя, естественно, более открыто, понятно. То есть надо быть всегда немножечко как бы вот на полступеньки выше, чтобы чуть-чуть подтягивать. Ты не можешь подтянуть человека, находясь вот на этом уровне, типа очень, очень далеко. Или там, находясь на этом, ты его никуда не поднимешь, потому что ты ниже. Надо быть вот здесь где-то. И ты чуть-чуть так, давайте. И вот уже там полчаса, час, и уже наладилось. Он посмотрел на первые результаты, ему понравилось. Может быть, вы нашли наконец-то какой-то идеальный угол или еще что-то. Это мы тоже ищем. И то есть все-таки элемент соавторства еще присутствует. Смотрит, да, он смотрит, ему нравится, уже чувствует себя более уверенно, понимает, что и как, куда двигать, видит, что мы движемся в правильном направлении, обретает все больше и больше уверенности, и, собственно... Ты знаешь, я помню, читал какие-то мемуары одного известного советского фотографа, который снимал еще обычной камерой во времена, когда цветная пленка была очень дорогая, и он снимал обложки для журналов цветных, советских. И звезд снимал. И он говорил такую фразу, что даже самые знаменитые артисты, они все равно достаточно скованы в самом начале. И поэтому он целый час снимал на пустую камеру, да, потому что пока они не расслабятся. И когда они понимали, что все уже, они, значит, расслабились. И вот только тогда появлялись какие-то самые хорошие, замечательные снимки. Да, я про эту фишку... Только я не про час, а про там, первую пустую катушку, типа такого. Ну, может, я преувеличил, точно не помню, но смысл такой, что вот любой человек на самом деле напряжен. Для него это такой какой-то... Ну и в принципе, если это действительно фотография будет висеть там год или что-то такое, это ответственный шаг, да? Даже в паспорте люди стараются выглядеть. Это дело, я думаю, что в последнюю очередь люди думают о том, где она будет висеть и как, а они вот прямо сейчас, понимаешь, на них направлен вот этот объектив, и за ним там кто-то есть, и если ты там за этим объективом просто молчишь, такой притаился, снайпер, вот, то человек это раскованнее не делает. Ну, а, например, что помогает там какой-то макияж, например? Какой макияж? Ну, накладываешь макияж? На себя? Нет, на героя. Ну, я говорю, помогает, если человек, например, считает, что у него лицо там недостаточно как-то хорошо, он там подкрашивается. Обычно же в студиях, там, на телевидении накладывают. Ну, телевидение имеет дело с движущейся картинкой, и там это имеет смысл, да. В твоем случае нет, ты не наводишь марафет. Девушки иногда наводят марафет, да, то есть заказывают дополнительно визажиста еще. Вот. И с ними работает визажист предварительно, и потом мы снимаемся. А вообще есть? Мужчинам я такое как бы не рекомендуется, то есть, ну, как бы... Показать мы и так хороши. А вообще есть разница между мужчинами и женщинами в съемках? В смысле, там с кем-то тяжелее работать, с кем-то легче? Ну, или там с кем-то у меня устанавливается быстрее эмоциональный контакт, с кем-то Ну, нет? я думаю, что у тебя достаточно большой поток клиентов, и ты можешь какой-то уже общие выводы, резюме Не могу, я отвечу
историей, что Вот история это очень интересно. Да, когда я сдавал это свое портфолио, и первый раз на ревью я набрал 15 фото, но я его не сдал, потому что у меня там было 11 девушек и только 4 мужчин. Мне нужно было как-то соблюсти баланс, типа 8/7 или что-то вот поближе к этому. А я вдруг понял, что я женщин фотографировал чаще все это время. А почему? Ну, мне вообще как-то, же видимо, очень- было проще. Но я не позиционирую себя, знаешь, как женский фотограф там или еще. Ну, сейчас какая история? Вообще, для чего люди Примерно заказывают? 50/50. То есть, если я посмотрю в календарик прошедших событий, там, скорее всего, будет 50/50. Ну, вообще, для чего люди заказывают Хедшоты? сейчас? То есть, вот, ну, ты определил вот для LinkedIn, да? Да, LinkedIn. основное это бизнес, это вот те, кто, собственно, всерьез продают лицом, будем так это называть, и включая актеров, опять же. И те, кто, собственно, понимают, что даже, то есть они понимают, за что они платят. Потому что, как ты верно заметил, это дорого, но человек знает, что он заплатит вот это условно дорого, и ему это вернется там трижды, десятирижды. А детей? есть- Детей А? снимаешь? Детей. Да, могу, но детей как-то не так много было. А почему? Дети не хотят остаться в профиле? Я не знаю, хотя вот как раз детей я бы советовал снимать даже не раз в год, а может быть раз в полгода. Для чего? Для чего или почему они просто растут быстрее, поэтому Но меняется. это если брать вот эту как бы исторический таймлайн, на который мы, значит, себя отсматриваем, то, наверное, да. Но, наверное, родители сами с этим хорошо справляются и считают себя великими фотографами. Это я про себя. Ну да, не обязательно ради этого тащиться в студию каждый раз. Хотя я бы советовал. Но это же твоя бизнес-модель. Ну, давай перейдем к теме бизнеса. Как ты привлекаешь своих клиентов, как ты продвигаешься? Основное, вот как ты заметил, LinkedIn и Google Ads. Ну вот в LinkedIn я заметил, ты пишешь посты, ты активно комментируешь. Вот расскажи свою Да, сторону. я веду такую просветительскую работу, поскольку Европа немножечко на шаг позади Штатов в этом плане, в плане развития хедшот-индустрии, то здесь это несет скорее такую миссионерскую функцию. Я больше рассказываю, показываю, хотя, наверное, всем это надо делать. И как-то пытаюсь вызвать заинтересованность. Но мне это самому интересно. То есть я обнаружил то, что мне интересно учить, показывать, рассказывать. И тех, кого я фотографирую, и тех, кого я могу научить фотографии. То есть вот во мне достаточно терпения. То есть твоя стратегия продать в целом вот это направление, да, и себя как Эксперта в нем. Да. Да, так можно сказать. Ну, получается, да, как номер один. Скажи, у тебя был случай, когда кому-то не понравились твои хедшоты? Да. Тебе все случаи рассказать? Ну, самый явный. Ну, это же, понимаешь, как не золотая монета, чтобы всем нравится. Бывает так, что на фотосессии все нравится, все вроде бы хорошо, потому что я показываю результат на большом экране сразу же. Даже так бывает, что Чтобы потом. было, да, и типа все хорошо, а потом так, ой, знаете, что-то нам тут не очень или еще чего-то. И ну, от этого никто не застрахован, мне кажется. Все, кто занимаются таким творческим видом деятельности, создают что-то. К тому же ты фактически показываешь человеку его самого. Это может тебе не понравиться, может тебя не узнать. Потому что он все время себя, там, всю жизнь себя видел в зеркале, а тут выяснилось, что, оказывается, он выглядит иначе. Он выглядит не так, он выглядит вот так, отраженным. Но у тебя еще есть такая особенность вот в технологии, что ты достаточно активно участвуешь именно в отборе этих фотографий, да, особенно когда Я ты не помогаю, да. даешь все исходники, человек не может выбрать все, потому что у него там он должен заплатить за каждую фотографию, выбранную отдельно, и ему иногда нужно выбрать там из большого количества какую-то одну.
да, и ты говоришь, вот эта фотография классная, да? Ну, я не ограничиваю никого. Нет, не ограничиваю, ты количество участвуешь. выбора, да, но там, человек может быть ограничен, там, или он супер разборчив, или у него просто вот бюджет строго на одну фотографию. Окей, не вопрос. Я помогу выбрать самую лучшую, но опять же, что такое самое лучшее? Ну вот как ты помогаешь? Мы выбираем сначала там, из, скажем, 150 после первого отбора. Потом после этих 50 остается, скажем, 20. И потом из этих 20 мы выбираем там уже какой-то the best. А что значит это the best? Вот что такое the best headshot? Как ты... Ну, до определенного момента я руковожу этим процессом, следя за просто качеством. Потому что в процессе мы же все живые, то есть мы все шевелим там глазами, появляются какие-то странные выражения лица, что-то смазано, что-то еще... Соответственно, это все должно быть удалено. То есть, и остаются какое-то количество фотографий, которые уже прошли, что называется, мой контроль качества, которыми я горжусь. Но вот их, скажем, больше, чем человеку нужно. И он, соответственно, вот с этого момента он уже как бы сам по себе. То есть он выбирает то, что ему именно нравится, может быть, он считает, что... будет нужно, исходя из целей и задач. Скажем, деловой стиль мы упираем на что-то в костюме, какой-то более casual, мы выбираем что-то более casual, то есть вот таким образом. То есть, Тиндер, значит, что-то более романтическое. Тиндер? Почему нет? То есть мы об этом еще не говорили. Расскажи, пожалуйста, что значит Тиндер? То есть это значит, хедшот что нужен для Тиндера. Хедшот нужен для Тиндера, да. Там же тоже, там даже еще быстрее. Это как поиск работы, только гораздо увлекательнее, мне кажется. Может, мне кажется, с этого и нужно было начинать, нет? Скажи, пожалуйста, ну вот мы сказали о ситуации, когда кто-то был недоволен, а может быть, у тебя есть истории какие-то конкретные, когда это действительно для человека стало каким-то бустом? Ты вот на самом деле часто говоришь о бусте, таком даже, может быть, личностном. Я очень надеюсь, что это происходит. Потому что, как я сказал, 90% приходят, и это их самая первая фотосессия, а это значит, что они первый раз видят себя в этом свете, первый раз пользуются услугами профессионального хедшот-фотографа, то есть первый раз в жизни получают такой результат и видят себя, с одной стороны, настоящими, но с другой стороны, как бы вот в своем самом лучшем проявлении, как в самый лучший день. И если кто-то может быть, там, скажем, шокирован этим, такой, о, боже мой, там, какой я красивый, там, еще что-то такое. Кто-то будет шокирован наоборот, да, какой я красивый, какой я, оказывается, то есть уверенный, то есть самооценка поднимается, и когда у тебя профессиональный хедшот появляется в твоих социальных сетях, ты смотришь на это, и ты уже как бы вот к тому себе относишься гораздо серьезнее. Такой, я теперь выгляжу иначе, значит, я должен действовать иначе, значит, я должен действовать гораздо профессиональнее, серьезнее. Может быть, поднять расценки на свои услуги, потому что мне явно не доплачивали. То есть, условно говоря, хедшот не только личностный буст, но еще и буст бизнеса может произойти. Одно тянет другое, да. Как только ты видишь, что ты, в общем-то, выглядишь, что ого-го. Ну, может, если у тебя есть конкретные примеры из твоей практики, это будет еще убедительнее, чем теоретический момент. У меня нет разрешения на приведение конкретных примеров. Одна женщина, которая имеет бизнес, она сняла и потом... Один молодой человек, который консультирует бизнесменов, и у которого час консультации стоил 50 евро, пошел ко мне, сделал хедшот. До этого у него как раз была фотка с выпускного, он сделал хедшот, то есть он увидел вот это вот до и после. И я не говорю, что это исключительно моя заслуга, но я думаю, что какое-то все-таки влияние это оказало. То есть сейчас у него час стоит 200 или 250 евро. Слушай, Слава, мне кажется, за час. Мне кажется, это хорошее завершение нашего сегодняшнего подкаста, да, потому что когда одна фотография может увеличить там 4 раза стоимость твоих услуг, это круто и здорово, что ты это делаешь. Спасибо, что согласился и поделился своими секретами на кухне. Спасибо тебе. Профессионала. Мы будем знать все, как делать хедшот, как на нем зарабатывать и даже как находить вторую половину. Вот. Да. Спасибо. Спасибо.